Время в градусах. Время в градусах – это лекция о эмблеме Ганна и как использовать этот инструмент при делении круга. Круги и циклы – это одно и то же. Мы делим промежутки времени от одного дня до года, выражая в истинном времени торговли. Эти сезоны года разбиты на градусы. Некоторые секции видео показаны в офисе Дэвида, где он описывает причины для торговых решений, включая поиски годовых вершин и низин. Вы все видели мою статью о времени в градусах. Хотя чаще всего, когда я спрашиваю у аудитории, кто читал ее, обычно 1-2 человека поднимут руку из 60. Я писал статью для исследования технологии, основанной на времени внутри года. Это было в 1988, и с того времени я начал говорить о времени в градусах. Обратимся к дневному графику. Он ближе и показывает подтверждение быстрее. Но на самом деле все работает одинаково. 90 дней, 90 месяцев или недель. Все это цикл и часть 360 градусов. Я дам вам формулу для определения градуса для конкретного дня. Если посмотреть на весь год как 360 градусов, все заканчивается на 360 или его частях. Для каждого градуса будет 360 делим на 365 и четверть. By 365 and a quarter, or the exact figure is 360 divided by 365.242242, which is the exact time of the year, equals 0.9856472. 90 градусов для каждого сезона года. Разделив так, вы увидите, что время работает. То есть тренды заканчиваются в конце сезона. Если вы будете использовать 365, вы можете обнаружить, что это не работает. И, конечно, сегменты года не одинаковые. Вы должны смотреть на сезонное время. Поэтому я говорил, что 1 января для меня мало значит. Зато я заметил важность 4 февраля. Позже я объясню почему. Мы говорим о колесе в колесе, как сказано в Библии. Это значит, что меньшие циклы и круги вписаны в большие. И когда они соединяются в одно время, происходит изменение тренда. Вот, например, 2 к 1 от вершины или 2 к 1 от низины. Другими словами, циклы выстроились. У вас есть цикл вниз и поддержка. В то же время с циклом вверх одна, когда цена доходит до этого уровня по времени, то тренд меняется. Что я имею в виду под выстраиванием градусов, не говоря об астрологии, это когда в один день заканчивается 90-дневной цикл, 90 лет и 90 недель цикл. Я уверен, и 90 минут, и 90 секунд тоже закончится. И когда так, то тренд изменится. К моему удовольствию, я проделал это в 96 году, когда работал вот с тем дневным графиком. Я брал точное время Солнца в моменты образования вершин и низин. Например, эта вершина на 12:55 образовалась в правильное время по полудню, 12:00. Правильное значит посередине между восходом и закатом.
Мы каждый день видим 12:00 и думаем, что это одно и то же, но на самом деле это усредненное время, а правильное время может отличаться на несколько минут или даже 11 минут. Когда мне нужны были точные данные, я обращался в одну организацию, и они давали мне точные данные на каждый день. И мы находили время, точное время на место Сиднейской биржи. Я смотрел на 12:00 правильного времени вместе с Сиднейской биржей. Хотя от того места, где я жил, оно отличалось на 3 или 4 минуты. Так что мы могли находить точное время. Это, конечно, захватывающе, но я не заработал на этом ничего особенного. То есть я мог высчитать, когда закончатся циклы по солнечному времени. Таким образом, я мог сказать, что будет вершина рынка в 2:31:20 секунд. И мой знакомый в терминале Блумберга мог проверять точность. Я делал так много раз. Но я на этом не заработал, так как не знал, будет ли это значимая вершина или незначимая. Со временем я понял, что определить разворот в квартале гораздо прибыльнее, чем внутри дня, и при этом гораздо менее затратно по времени. Так, например, я точно определял разворот, а через час цена снова возвращалась и выбивала по стопу. Это было точно до секунд. То есть до секунд я мог определить вершину. Это работало и 100 лет назад, и работает сейчас. Ганн говорит в туннеле сквозь воздух, что даже так же легко отсчитать вперед 100 лет, как и 10 лет. Я нашел, что это действительно верно. И также определил, что очень просто можно пойти назад во времени и точно определить, когда что-то происходит. У меня не было информации о Сиднейской бирже, так что я проработал историю из того, что помнил, и определил, когда основные вершины и низины имели место с точностью до дней. У меня не было большого количества данных, я просто использовал развороты и время. И так как это сработало в будущем, то это должно было сработать и в прошлом. Я использовал это как базу для расчетов, для прогноза на будущие 12 месяцев. Мы брали данные на 40 лет из прошлого, проводили до текущего времени и получали развороты с точностью до дней. Для меня это было действительно достижением. Многие хотят подобраться еще ближе к разворотам внутри дня. Быть до невероятности точным. Но мне, например, это не нужно. Я не краткосрочник, мне это не нравится. Рынок болтается каждый день, и мне не нравится постоянно за этим следить и ловить развороты до часов. И прибыль при этом совсем другая. Но те, кто этим интересуется, слушайте. Также эта информация есть и в туннеле сквозь воздух. Вы все работаете по 5-минутным графикам. Выкиньте их. Вам нужен 4-минутный график. В дне 1440 минут. На 5 оно не делится, но делится на 4. Если 1440 разделить на 360, вы получите 4 минуты.
То есть 4 минуты за каждый градус. Но я не знаю людей, которые используют 4-минутные графики, кроме меня. То есть каждый градус 4 минуты, не 5 минут. Я также использую 2-минутный график. Не часто, но использую. Jeff saw it in my office just in the last couple of days and saw the printouts and things. I will use a 2-minute swing chart. То есть я не использую это очень часто. Тут я говорю, что я использую месячный график, а здесь говорю о том, что использую 2-минутный график. Но иногда, чтобы показать то, что я могу быть очень точным в предсказании вершин, я их использую. Но, как я говорил, мне это не дает больших прибылей. I can't pick the actual time if I haven't got the information. I can't at one time. I used to be able to say. Но так просто сходу я не могу этого сделать. Нужно отслеживать каждый день, так как каждый день время изменяется. Вам нужно хронологически каждый день отмечать вершины и низины и иметь огромную базу для расчетов. Это очень трудоемкий процесс. И опять же, все это на 4-минутном графике. То есть сначала, когда вы нашли разворотный день, тогда переходите на внутридневной график, и тогда можете использовать 4-минутный или 2-минутный график, чтобы найти точную вершину. He doesn't get this real close thing and which way. He doesn't ring up and say, what runway am I on? He goes his way across to London, then when he gets there, he zooms in close and he gets his runway. So when you're going to trade, as you're getting close to it, I get the 2-minute swing chart going, zoom in close. It's the same old story. Но когда вы приблизились, нашли место входа, вошли, вернитесь на больший таймфрейм, поставьте стопы за свингами, zoom out again, put your stops above the swings, the really close swings, they won't get hit. If they make a mistake, and sometimes you make a mistake, you know, I've been stopped out 5 and 6 times on the day of a top, picked it, but I've got to keep working at the market. But that's how you do it. It's not necessarily how I do it. I've been there and done that, and I find the strain of it is just far too much. I think I needed it to prove these things. I've proved them to that degree. But try a 4-minute chart and try the close swing chart. После того, как вы все это сделали, поставили стопы, поедьте на Гавайи и дайте рынку время. На нормальном рынке можно ждать движения в 6 недель. You might come back to the poorhouse, but on a normal market, you can expect a 6-week run. And if you get it right to the day, and it's not that hard, you get it right to the day, then forget about it. But don't forget about it these days, or it'll rip your arms and your legs off. But that's basically the sort of thing we've got to look at when we're talking about time by degrees. Я не спец в астрологии, но кое-что понимаю. И просто принимаю воздействие небесных тел. Но для меня это не так важно. Для меня не так важны аспекты планет на небе. Для меня гораздо интереснее наблюдать восход Солнца. Просто я принимаю эти циклы. Эти карты отображают циклы. Если будет представлено что-то в другом виде, я куплю их и буду использовать, и особо не буду переживать. Главное, что в этом нужно, это год, представленный в круге 360 градусов. In a few minutes I'll show you how you straighten the circle out. But you need that year in a circle. У меня есть график с расчетами в прошлое и в будущее, где я делаю разные странные вещи. Потом поговорим об этом. Но начнем с дневного графика и как эти карты помогают мне. Рассмотрим вершину 24 октября 95-го.
Firstly, we got to go back to 1985, that top we were talking about, the 24th of October. I traded that and made a few bob. Then I had these problems with the Он рассказывает о том, что он был у друга в гостях, видел астрокарту, спросил у него, что такое, и он ему рассказал, как находит определенные события в точные дни. Видимо, друг был астрологом. I said to him, you know, basically, what's that all about? And he showed me where he was working out certain things on certain fixed days, and the market was turning around now. Now, they're all his theories, and I'm not here today to share those theories with you. But me and him spoke about it, and he knew I'd been doing a few things in this way, and he knew of some of my beliefs. And some of the things he came across fitted in well with me, and I'd been having a hard time, and he sort of put me on a new track. Он нарисовал для меня первую астрологическую карту. Первую для него. В определенные дни рынок разворачивался. Но в принципе суть та же. Циклы и циклы в циклах. Now there's a way of dividing up the year, and if you get one right, the others fit in to some degree, and that's the sort of thing he was talking Помните, я говорил and that's why I came to have this chart. О вот этой вершине 21 апреля. This is what happened. Она находится 179 дней от 24 октября. How I came about it is, it was 179 days from То есть можно сказать, что это 180 градусов. 179 days, which we will take as 180 degrees. Now, and people talk about doing a 180-degree turn. That's what we're talking about. Мы постепенно внедряемся в эту информацию, так как если я вам дам все сразу и пробежимся сразу за 5 лет, то вряд ли кто-то из вас поймет и тем более запомнит. У меня это заняло несколько лет, чтобы разобраться с этим, разработать эти вещи. В общем, я смотрел на эту низину и думал, когда будет разворот. Вот 86-й, а вот 24 октября 85-го. Года разные, но это не меняет ничего. Если провести линию через центр, мы попадаем на 21 апреля. Примечание переводчика. Если быть точным, то 180 градусов это фактически 182,5 дня. И попадает оно на 24 апреля. Если добавить просто 180 дней, то получим как раз то, что он говорит 21 апреля. Gann в курсе по товарам тоже писал о 180 градусах. Это дает вам даты разворотов. Он делит год на 8 частей и на 12 частей. У меня есть график с делениями по 30 градусов, по 45 градусов, и мы позже рассмотрим у меня их в офисе. Я покажу, как я с ними работаю. I'll show you my 90-degree charts, my 45-degree charts, and my 30-degree charts. At seminars, I can't do that. But here, we can go across to the office and I'll show you. But for the minute here now, I'll just say how it applies. Basically, I was expecting this change here. Это неплохой результат, когда мы определяем вершину заранее за 6 месяцев. Многие аналитики, работая круглые сутки, ни разу в жизни не сделают этого хотя бы раз в жизни. Когда же вы сможете найти вершину за 6 месяцев до ее образования, за 6 лет или 60 лет, вы чувствуете себя очень уверенно. But to be able to do it 6 months in advance, and then 6 years, and then 60 years, you know, sometimes you start to feel pretty smart. Нужно следить за What you звездами. need is to go out and watch the tide. Нужно понимать, о чем они говорят. Watch the sunrise.
What you need is to watch the stars and realize what they're all about. And all of a sudden you don't feel quite so smug. A little bit of humility starts to creep in. But at the start, at the start, we start to think we're pretty smart, and we start to think we control the когда я whole thing, определил это, because things я start также to обнаружил, unfold. что вершина What I worked out в too, январе once была that had 22 happened, числа. I worked out that the top for January, it had a double top on Образовав the вторую вершину, 22nd of таким образом, January. And I started to 21 say, апреля there будет we are 90 on the градусов от этой 21st of вершины. April, 90 degrees later. Now, once again, many will say, Но кроме этого я he's just исследовал grabbed this график chart and he's предыдущих making it лет, work here. например, No, my вершины за story is последние based 4 on года. 1988. I И did it for поэтому я знаю, когда 1987 будет as part вершина of в how этом I году. picked the top of the bull market. And I'm talking 85, 86, 87, 88, and I know when the top is И in все это по 89. градусам времени. And it's all to do with degrees of time. Now, it's not that simple. Sometimes I make it sound simple. People go out, once again, they get lost. So just take Вот it easy. эта I'll основная take it easy вершина with you, образовалась and I'll 4 work you февраля. through. Now, that top gave us a top 90 degrees later. Now, Это the как раз major top изменение сезонного for времени. that run-up was on the 4th of the 2nd, the 4th of February. That is the change of seasons Предыдущий time. сезон That is the first начался time 8 we've ноября. got for a 90-degree top. Once again over here, the 8th И of это основная November, вершина that's up 11 there, once again, ноября. my change time. That major То high, есть всего лишь 3 дня от 1036, изменения that was сезона. on the 11th. So it was Забудьте о 1 within 3 января. days of a seasonal time. Forget about the 1st of January. These are the seasonal times. There's my degree chart down there, but I'm just saying how it unfolded to me. I never thought of straightening out the circle for years. I did that, I think, in 87. I did that since I came up to Budrum, Ross, as you know. I didn't have it done like this. I had those things done. They're the old charts. I can't go back and buy a 1986 one of those. They're hard enough to get in the year. Much less go and say, I want a 3-year-old astrological chart. That's like betting on the replay of a football game. You lose money on the first time and you lose money again on the replay. Итак, у нас есть вершина 4 февраля, I bought them then, that's how I did it. Now, here we are. что есть We смена had сезона. the cycle high on the 4th of the Следующая смена 2nd, сезона which будет is the 6 change мая, of seasons, the 4th of the через 2nd. 91 день. Then we had the next cycle high 91 days later on the 6th of May. Now, И the опять же 6th рынок of May развернулся might через look all 90 that градусов. impressive to you, but I tell you, it was damn impressive when you were in there. And it came up once again 90 degrees later. Это было много лет назад, That's повторялось. years ago Так же и now. сейчас. We're doing this tape in 89. That's 3 years ago. I can't change history. It did it. Now I'm telling Позже you я how I come покажу about it. With the дополнение, square как of использовать еще 144. и I did it all 144. on time. Now I'm telling you on Квадрат the degrees of 144. the year how it worked out. If you're not happy about it, I don't care. I'll be back in there again on Monday trading the market, and I know it'll keep working out. But you've got to work at the thing, and you've got to work the whole thing out, how it unfolds and how it unfolds. So I'll take you through the years and show you how it Так, kept в 85-м и 86-м у нас были основные вершины. 85, we had Мы переходим к 86, and there's our 87-му. major tops. And I ran you through to Я взял ту вершину 1987. I said how I picked that top on the 13 января 13th of 87-го. January 1987. John Young, Tom, В этот момент у меня Shane дома Fox, были they were многие all at my house уважаемые when it люди и happened, трейдеры. and, actually a couple of people sort of Когда я very входил в well рынок. renowned and respected Но я for был their достаточно глуп, forecasts. One in сказав, что particular, вершина будет в пределах rang me первых up 30 about a минут week от before. He открытия. had all these astrological things. He had the sun coming up in the east and the west both at the same time and all sorts of things. And he rang me up and asked me the time. I was stupid enough. In those days I was doing close work. And I said it'll be within half an hour of the opening. Брокер одного из on моих the друзей 13th тоже of сказал, January. что Funny, по Tom астрологическим Forsberg, the fellow who временам was in my room, разворот he будет в первые worked- полчаса he с открытия. traded with a broker on the Gold Coast. И мне, who в this общем, fellow понравилось, advised. Next thing Tom что said он to me, хорошо "You know that выполнил свою day?" домашнюю I said, работу. "Yeah." He said, "You're pretty safe." I said, "Why is that?" He said, "Well, my broker spoke to so-and-so, and he said the astrological times come out about then." I said, "Boy, I'd like to see his homework on that one." And his exact words were, my broker said the high will be within half an hour of the opening. And that's my Но exact почему я words to говорю, the guy. что So I это была started to глупость? think,
Я понял тот момент. Делиться с людьми тем, что ты делаешь на рынке, это неблагодарное занятие. Если ты говоришь, что рынок пойдет вверх, то они воспринимают это так, как должно быть. Если же вниз, то ты оказываешься неправ. Это твоя ошибка. Поэтому вы не выигрываете в любом случае. Еще хуже, если люди торговали по вашему совету и ошиблись. Они злые, так что это неблагодарное дело. Я шел от вершин 85-го и 86-го года. Вот где вы начинаете работать. Два графика вместе. Потом еще на графике свингов, и снова возвращайтесь к этому графику. В течение лет вы будете разбираться и сможете брать вершины и низины рынка. Вы будете прорабатывать 100 лет недельного графика, находить день, который 50 лет назад был изменением тренда. И вы увидите, что вы, например, были правы в определении разворотного дня. И это даже приятнее, чем определить день в будущем. И это делает вас очень уверенным. И в этом я абсолютно уверен, потому что это работает каждый и каждый раз. Так мы посмотрели 85-й, 86-й, и в 87-м, когда была вершина, год обвала в октябре. Большинство людей было в длинных позициях, но некоторым людям я посоветовал открыть шорты за день перед обвалом. За день до обвала я им подсказал. Я сказал, что рынок завтра обвалится. The next morning we woke up and the Dow was down 500 points. He didn't do it. You know what he did? He didn't put them on at market. He rang up to sell them and put a price on. I told him, I said, tomorrow they're going to be worth half that. I was wrong. It didn't drop by half. But like 500 points is a fair drop. And I rang him the night before. And I said, put them for sale in Perth, your options on gold. It's true. Я четко понимал, что происходит. Some of you have met him. Я как раз ждал драмы в октябре. У нас была вершина в январе. По треугольнику у нас была еще одна вершина 7-8 мая. И это также отрабатывало старые вершины. Я видел всю картину целиком. Но здесь надпись «Не будь поспешным». Это не для вас, а для меня, потому что нужно всегда дожидаться подтверждения для безопасности. Я торговал вот эту вершину. Мы все неплохо на ней заработали. Но помните, что 60% людей теряют на рынке, 15% чуть-чуть зарабатывают, 10 или 5% зарабатывают достаточно. Я был среди тех 10%. И мне не составляло труда работать до часу ночи. Дома у меня не было кабинета, я работал где попадало. У меня была куча графиков. Я нашел, что угол, зеленый угол 45 градусов разворачивает рынок. Теперь длинная шутка от Дэвида. Не сильно смешная.
And she said, well, it'll still be the same at 5 o'clock tomorrow morning. She said, I think I can handle it then. This earth-shattering business, you know. But that's how I grew, and that's how I was. Я трудился 2 года и знал, что все, что мне нужно, находится в этом курсе по товарам. Because I wanted to get this thing out. I knew it was in that course. I started really belting that course after I got belted another one of my balance of payments days. About 6 balance of payments days in a row gave me a hiding. Now I don't trade it. Unless I'm in, and it's an obvious trend and I'm in the middle of it, I don't muck around in balance of payments. I stand aside, I trade it later. I got the message on this course on the Feast of the Passover in 1986, and it was a major eclipse of the sun. Make out of it what you want, you know. But I got the message right around 86, around the April business. I really started to work out what that course was all about. And this was all part of the degrees of the year. So there we are. There's the top Вот эмблема of the Ганна. bull market in И с ее помощью я нахожу and that old вершину. pencil, I haven't changed. No, there's some other pencil lines. They were all giving me tops and bottoms. In those days, I was only working out the tops from it. That's the Gann emblem. Я не придумал этого сам, я просто использую то, что нашел у Ганна. Просто я очень внимательный, терпеливый. Attention to detail. You know, how often have you just cried that your kids won't do it with their homework? How often have you cried? Salesmen working for you, they won't attend to detail. Я ездил в Штаты и говорил с людьми о эмблеме Ганна. И очень весело, что многие думают, что это просто знак на книжке. They thought it was something that went on the front of a book. That thing with the pointed thing. You know, that's it. Now, that's how I started to get the flow of time. That's what that story's all about. I've had numerous people ring me out. Half of the people sitting here rang me after I put that article Вот in the графики newsletter. для 88 и 89 года. Я бы мог делать и для 90-го, 91-го, но это уже выходит, что я даю вам рыбу. Я же хочу научить вас рыбачить. Если что-то пойдет не так, вы запутаетесь и будете в замешательстве. Если же проработаете самостоятельно, вы будете знать, что происходит. That's why I use stops. I can be wrong, but if I use my stops, I don't Теперь перейдем к 88 году. Многие говорят о 11 ноября. Это было дно рынка. Ross talks about it. Many of us talk about it. The brokers talk about it. That was the day of the low, the 1054. I've already shown you the support and resistant lines up here. I get more into that too with the square of 144 later. But basically, посмотрим, как оно отработало для этого года. But it came down to that day. So По эмблеме we Gann. have our low on that day. Now let's look how the lows. Я многим говорил о вершине в 89 году. Еще в 87-м мы с Россом обсуждали, что в 89-м будет вершина. И знали ее с точностью до дней. Я говорил, что 92-й год будет глобальным разворотом. Потом покажу это на квадрате 144. I got 1992 as a major turn time. I'll show you that on the square of 144. But you know, Итак, вот дата дня, 11 ноября. Вот 10 февраля, дно того года. The 10th of February was the date of the low for 1988. Now, the 11th of February, the 10th of February was the low for 1988. 12 марта не работало, так как рынок был в квадратном цикле. The 12th of March didn't work because the market was in a square sort of a cycle. You can see how it's working out. It was working out on 90s, and if it is, it won't work out on 120s. Just an interesting thing for you. 11th of November was the low of November. The 12th
12 декабря было лоу, и 11 января было основным лоу. То есть был цикл по 30 градусов от самого дна. Далее, 12 мая было дно того цикла. И 12 августа основное дно. The 12th of August was a major low, but we'd had our high in July, and once it broke the 12th of August low, the market was going down till the end of the year. And it broke the 12th of August, it broke out of the cycle, and you could see it just working down and basically forming a base. Вершина от 18 сентября 87 and we'll see how they worked out on the circle. We had, of course, the top. Через 90 градусов мы имеем хай на 24 декабря. Our major high on the 24th of December, the day before Christmas, was the high after the crash. The futures contract traded at 1353. 18 января была последняя вершина перед дном в феврале. January the 18th was the last high before the crash, before the low of February. January the 24 марта была вершина цикла. But it was nothing all that spectacular. The 24th of March was the high of that cycle. И 23 июня основная вершина. And the 23rd of June was a major high. It ran back up for its last top on the 17th of the 18th of July. Now, я нашел самый простой способ расположить это. Для 88 года вам нужно знать 4 февраля, 6 мая, 6 августа и 9 ноября. Народ начнет возмущаться, что то 85 дней, то 94 дня и так далее. Я не скажу вам, почему так происходит. Вам пока достаточно информации. Посмотрите на 85 и 86. Там много информации. То же самое будет и в 88-м, и в 99-м, 2000-м. Все то же самое. Рынок разворачивается в сезонное время. Когда вы так рисуете, у вас будут все вершины, все ваши разворотные дни в столбце. Я ждал лоу 7-8 ноября, но такого не было, не произошло. Я также ждал 12 августа, что рынок удержит уровень, но он обрушился. То есть я бываю неправ. Я думал, что июль будет вершиной года. Я также знал, что рынок не пойдет так просто вниз до декабря, так как тогда сходились все времена, и рынок показал силу для покупки на свинговом графике. Также многие ждали и третью волну, или как там ее называют. То есть рынок показывал силу для роста. Но знаете, если все эти вещи работают, и, возможно, все эти попадания день в день и с точностью по цене, возможно, все это везение. Но как насчет большого цикла? Подумайте, если они работают постоянно, то представьте, если вы знаете, в каком цикле находитесь и где. Насколько вы хороши, если понимаете, что эта вершина даст вам ту вершину. И так работало и сотни лет назад. Я люблю говорить с неуважением про экономистов и обращаться к ним, когда они говорят
что знают что-то в экономике. Они думают, что я не понимаю ничего. Но я уверен, что они не понимают. Так как я делаю деньги на рынке, а они этого не могут сделать. Рынок — это колледж знаний, и вы должны научиться и применять эти знания. Также работает и на рынке недвижимости. Управляющие больших компаний недвижимости приходят ко мне на курсы, и они довольны знаниями. Так что, понимая циклы, принимая их существование и зная, что было в 1929, не лучше ли нам прикрыть голову в 1989? Если есть причины, по которым я также использую квадрат 144. Теперь гляньте сюда. Как все точно. Вот ваши вершины, низины, вот ваши вершины, вот вторичные вершины, которые становятся длиннее прогрессивно. То, что я говорил раньше про баланс времени. Если рынок идет вверх 2 дня за раз, и вдруг он начинает идти 3 дня за раз, то рынок крепчает. Это изменение тренда. Итак, у нас низины в одно время, а вершины становятся длиннее. Тогда дайте рынку прояснить самому ситуацию. А сами используйте стопы. Let the market tell its story. That's what Gann used to say. But you've got to know its fingerprints. You've got to know these things. В целом, вот что вам покажет 90-градусная схема. But that's basically what the 90-degree chart will tell you. That's basically how you set it up. You only need to know those seasonal time changes. That's all you need to know. Just the seasonal time changes. Вот смотрите, весеннее равноденствие. Оно находится в 2 днях от разворота. Также осеннее равноденствие. Разворот был в 2 днях от него. 21-22 марта я называю началом года. 1 января ничего не значит. Посмотрите, на графике оно же ничего не значит. Но если вы знаете циклы, то вы сможете найти и разворотные дни. On 1027, it works out to nothing. You go forward 1027 days for that, I don't know what will happen. Be funny if that's the last high or something. Someone will ring me up in year 2002 or something. So I went forward 1027 months, and I shorted, and I'm in there long, and I lose some money. I say, gee, I should have worked on that. I might change then and start using the 1st of January as my turn date, but for the minute, I'll stick to those dates. I'll stick to setting the year up with it, because that's the year that's just been. There's 3 or 4 years running through. That's how they're gone. That's how I trade in them. It's how I look forward to the future. Now, it's an ever-expanding market. That proves it. It's an ever-expanding. It's a fickle thing. It's not just that easy of dropping that in and off you go. But I'm telling you, every market works the same way. I've told you a little bit about the soybeans. Но важно также учитывать циклы 60 и 90 лет. But it's the big ones you got to look out for. It's when the major cycles come together, the 60, 90-year cycles. So if you're going to accept all of this as fact, that's when you get out your long-term charts, and that's what'll sell you. But you've got to do the work on it. You've got to understand degrees in time. You've got to understand all these things. Proving it on a daily chart, to me, doesn't prove that much. But we have picked all the quarterly tops and bottoms there, and we've done it over 4 years or so. So that's not a bad effort. The All Ordinaries Index futures contract only started trading in '83.
Поначалу у вас может не получаться, но продолжайте работать. Иногда просто 180 градусов может быть инверсией лунной даты. То есть вершина даст вам низину. Но вы все равно получаете изменение тренда. Торгуйте в другую сторону. Don't think it's going, especially if it's boiling and everyone says it's going up. Go the other way, you know, go the other way. So that's basically what you have to know about the seasons of time. You need to know these things, you've got to be Время в aware of градусах them in — your это trading. отдельный They just инструмент, fit in with everything но else. который вы используете They're just вместе с another другими. tool of judgment. Just another tool of judgment. They're not put that clearly in the course, I'll admit to that. And I've never seen anyone run this along like that. I've copyrighted that thing. I've copyrighted most of these things you see here today. I certainly haven't some of the squares because they were Gann's invention, but I've got some of my own. And they are my own. I get into squares next, you'll enjoy that. Вот моя схема с делениями по 30 градусов. Вот месяц. Я просто соединил вершины и низины. И видите, низины выстраиваются в ряд и показывают изменение тренда. А вот схема с делениями по 90 градусов. Это секторы года, которые показаны на эмблеме Ганна квадратом. Вот вершина 87-го года. Вершина декабря 87-го. Марта 88-го и июня 88-го. Вот вы видите, так вершины и низины выстраиваются в ряд. You get your basic changes in trend as the market works through. That is what I call Вот схема с делениями по 45 градусов. This is how I do it. Once again over here, we've got the 45-degree chart, which is 45 degrees of the year. You can see the way they end at different time. That's the different degrees of the year. It's exactly the same with the 90-degree chart. Также можно смотреть рынок сильный или слабый. Вот наши низины, а вот их продолжение. От этого дна до этой вершины мы видим превосхождение времени. Мы можем сказать, будет ли рынок продолжать движение или он слаб. Так мы видим длину от вершины. И здесь больше. Здесь время больше, чем предыдущее. Значит, превышение баланса времени. И мы можем предположить, что рынок будет восходящим, исходя из этой схемы 90 градусов. Те, кто хочет научиться находить суперточное время, вам нужны 24-часовые часы и расчеты на каждый день точной середины дня, то есть между восходом и заходом солнца. Затем вам нужно 4-минутный график, то есть 1440 делим на 360, получаем 1 градус в минуту, за 4 минуты. По 4-минутному графику вы можете найти очень точный разворот. You can get your times right and chart very closely. I find it's too close for me, but it's how I used to get it super accurate and get У меня также есть обычные часы, чтобы не путаться, когда я звоню брокеру. 12-hour clock, the 24-hour clock, and then a 12-hour clock set on normal time, because it helps if you're ringing up a broker and you're saying it's 12:30, not 12:38. But the point is, это калькулятор для расчета. 24-часовые часы и этот калькулятор заменяют солнечные часы.
Так мы берем солнечное время и переводим его в числа на калькуляторе. Таким образом, можно определять развороты для каждого часа. Но для меня это слишком маленький таймфрейм. Ну, вот таким образом это делается. But that's now, if you're fine in on that way, on the days of the extreme tops or the extreme bottoms, you can do some very good trading. But once the market moves away, zoom out again. That's really how I like to do it, and I need these sorts of things to give me assistance.